Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Все тайны о вас за вашей спиной. Вот все тайное давайте попробуем рассмотреть в нашем раскладе. И это как тайные разговоры о вас. Это тайны вашего окружения, может быть, кто-то что-то задумал, да, какие-то там планы строит, да, имеет виды, скажем, и тайные решения относительно вас. Вот посмотрим так, разложите, да, ваше окружение, может быть, ближайшее, далекое, но вот для вас, может быть, что-то прояснится. И есть как повод будет, может быть, такое, мы еще не знаем, что нам расскажут карты, может быть, какую-то ситуацию раскроют так, как вы ее не видите, так, как вы не предполагаете. А тем не менее, вот этому нужно уделить внимание. Ну, видимо, к реальности у нас сейчас еще и такие планетарные транзиты, которые больше ясности. Прямо вот рекомендуют, кричат, как будто, да, все, что происходит вокруг нас, что происходит в нашей жизни, это всегда причина и следствие. Поэтому давайте рассмотрим с позиции позитивной психологии, позитивного мышления, ну и здравого смысла. Ну, вот альтернативные варианты всегда есть смысл для себя просчитывать, потому что жизнь не бывает полностью предсказуемой. Но вначале мы выполним сигнификацию, перед тем, как перейдем к тайнам каким-то. Как карты видят именно вас, какую историю они нам сегодня расскажут, о каком человеке. Итак, кто вы? Давайте узнаем. О, да тут решительный человек. Это вы сами уже ищете тайну. Вы хотите у кого-то банально. Ситуация запутанная по части денег, и я ищу выход. Точно, по поводу денег, по поводу заработков. Кто-то из вас много проделал работу и в результате ничего не получил. Или получил совсем не тот эквивалент, который был обещан. Кто-то мог столкнуться с какими-то большими крупными выплатами, платежами, ну, самого разного рода. Или вы вложились во что-то, да, и теперь вы понимаете, елки, я себя как будто загнал, ну, как в никуда или в какой-то тупик. Ага. Ну, вот из него надо выходить. Изящное завершение, десятка мечей. Здесь явно есть какая-то тема, но однозначно, которая требует холодной головы и математического расчета, подсчета. Пора, наступает время выйти из какой-то зависимой ситуации. Может быть, это зависимая ситуация по отношениям тоже, но тогда. В отношениях тут тоже явно превалирует и преобладает даже, причем так красочно, ярко, финансовая тема. Либо вы кому-то интересны как человек ресурсный, либо вы кого-то, может быть, и вдохновляете, кого-то вы долгое время поддерживаете. Но, мои дорогие, вот все 5 выпавших карт. Вы себя, вот есть такая фраза в русском языке, дошли до точки или довели себя до ручки. Вот, наверное, вы уже и оказались, может быть, сами того не замечая, сами уже в каком-то зависимом положении, в ситуации, когда приняты, предположим, обязательства, а вы их не тянете. Или не вывозите. Вот да, вот есть тоже такая фраза, когда мы действительно не можем уже продолжать что-то дальше. Мы настолько сами, ну, где-то, может, и заблудились в этом самом жизненном лабиринте, но, значит, тупики всяческие надоели или надоела зависимая ситуация. Надоели, вот посмотрите, как это удивительно. Все карты выпали все на одну и ту же тему, на обман, на хитрость, на чьи-то уловки, на то, что мы и сами были какое-то время, кстати, готовы закрыть глаза на те или иные обстоятельства. И в итоге получилось то, что получилось, или случилось то, что случилось. Какое-то долгое время вы, ну вот как двигались по одной какой-то загаданной траектории, и теперь вы понимаете, что у меня будущего как будто, ну, либо оно зыбко непонятно, либо я вообще не знаю, что будет дальше завтра. А вот на сегодняшний день у кого-то будет много очень таких сложных эмоций, когда вы перестаете людям доверять. Когда вы даже тем, кому абсолютно верили, теперь вы можете спрашивать, задавать себе такой вопрос один на один. А ведь на самом деле, а вот этот человек, он со мной честен. И если так по правде вы себе говорите, ответ даете, что нет, тут тоже что-то очень вибрирующее, очень непонятно, нет четкости, но ваша-то задача выйти из лабиринта и идти вперед. Давайте я еще несколько карт. С чем это связано?
Не вписывается в ваш сюжет и в ваши планы вот какая-то сложившаяся обстановка по деньгам. У кого-то не вписывается с законом, потому что долгий период, может быть, тоже водили за нос, может быть, у кого-то юристы, адвокаты, у кого-то, может быть, и конкретный человек, король мечей. Это тот человек, который живет, да, это карта эксперта, но это карта людей рациональных, которые действуют, в общем-то, себе во благо. Может быть, вы задаетесь теперь таким вопросом, а человек тоже имел на меня какие-то виды. Может быть, это была ситуация, которая была на грани конфликта, и у кого-то тот конфликт стал побудительным мотивом к пересмотру отношений. Или какие-то неожиданные были моменты в ваших отношениях, да, или, может быть, вы узнали какую-то новость. Здесь нам говорят о том, что могла сложиться, или вы сейчас стоите на пороге той ситуации, когда что-то подобное у вас было прежде, и пытается вернуться в вашу жизнь, опять же, вот это дежавю, в котором вы когда-то потерпели фиаско, и потом дали, может быть, себе зарок, что все, я туда больше не ногой. И мы как будто соскользнули, делаем ту ошибку, которую когда-то себе самим обещали не совершить. Мы что-то не успели додумать, но даже эта ситуация подходит к концу. Знаете, почему подходит? Потому что розовые очки спали. Вот говорят, розовые очки бьются стеклами внутрь. Вот, видимо, действительно были какие-то очки, которые, ну, как-то болезненно разбились, и мы понимаем, нет, вот даже, вот говорят, что никто не будет обманут больше, чем сам того желает. То есть это о чем? А это когда мы на что-то согласились. Мы либо были куплены на эмоции, либо мы были на какую-то ответную реакцию, которая нам показалась искренней, верной. Но вот, видимо, время холодных выводов. Эксперта, короля мечей, и неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины, наступает, точнее, время истины, время правды. Пришло время разобраться с каким-то вопросом. Причем так, знаете, раз и навсегда. Что это за вопрос? Больше мира, больше порядка, какой-то другой организации вам хочется. Потому что у вас в вашей жизни сейчас происходят глобальные перемены. У вашей жизни сейчас, ну вот да, у кого-то пара буквально нам выпала. Может быть, даже пусть это вопрос касается взаимоотношений с близкими или вашего участия, и где-то вы позволили себя вот именно финансово ввести в какой-то ноль. Ну, пусть не ноль, но в какую-то брешь финансовую, это точно. А для кого-то из вас это своего рода эмоциональное выгорание может быть и по работе, но я не исключаю по отношениям. Вы готовы именно с чем-то проститься. Вот, наверное, о ком сейчас говорят карты. Может быть, поэтому вы и смотрите не ради любопытства наш расклад, а вы буквально каждого человека так вот, знаете, и вблизи, и вдали, и в микроскоп посмотрите, и в бинокль. Что от него ожидать? Время ясности. Вот вы понимаете, что сейчас самое главное – мир, покой в моей душе. Никогда вот со всеми, да, или всем это хорошо. Нет, это когда мне сейчас, может быть, кому-то из вас действительно на кону стоит вопрос о вашем переезде. Или вопрос, который решается по части места вашего пребывания, аренды, может быть, тут еще и финансы, понятно, увязаны. И вам приходится сейчас искать, вот именно сейчас, тот человек, который ищет альтернативный вариант. И вы, знаете, можете вот кто-то испытывать такое состояние, вот как словно я загнан в угол. И я не вижу пока выход, и в то же время я точно знаю, что мне никто не придет на помощь. И ни одна карта, кстати, не говорит, что из людей тут кто-то приходит на помощь. Надейся сам на себя. И поэтому кому-то бывает очень сложно, знаете, как эмоции накатили. Так хочется уже спокойствия, мира, порядка, какого-то обустройства жизни, да, или организации собственной жизни. Вот вы к этому стремитесь. Вы знаете, вы правильно делаете, потому что это основной побудительный мотив или основная движущая сила, которая вам помогает подняться с колен, правда. Завершить какой-то очень сложный жизненный лабиринт, у вас это получится. Но вот именно
беспристрастность суждения и готовность к неожиданностям, расчет на самого себя или саму себя, и неважно, отношения, работа, финансы. Вот вы как долгое время действовали одними и теми же способами, одним и тем же доверяли, одно и то же, может быть, и слышали. И, ну вот знаете, вам как будто кто-то пальцем указал фарватер или сценарий, и вы в него включились. Может быть, когда-то прежде уже нужно было остановиться и задать себе вопрос: «А зачем я это делаю?» Но, видимо, этого не произошло. Ну вот именно этот вопрос вы задаете себе сейчас. Куда я иду? С кем я иду? Что из этого получится? А нужно ли мне этим заниматься? И пытаетесь действительно как причесать свое окружение. Вот кому подходит вот эта сигнификация, она такая четкая, ясная. Давайте будем узнавать. Три основные позиции, как я говорила. Тайные разговоры о вас. Тайны вашего окружения, то есть это то, что происходит за вашей спиной, и вам об этом не докладывают. Это какие-то хитрики. Это заведомо уже, ну, чужие какие-то виды, планы на вас. Ну и третье – тайные решения. Мы достанем 18 карт, по 6 в каждой стопке. Первое достаем 6. Тайные разговоры о вас. Вот какие тайные разговоры, кто, может быть, эти разговоры ведет, что о вас говорят люди. Так, это у нас 5 карт и последняя шестая. Следующая позиция. Тайны вашего окружения. Кто что задумал. Или о чем вам не доносят, но об этом продолжают думать. Может быть, это какой-то хитрый, коварный план. Но это в отношении вас. И поэтому нам нужно это прояснить. И шестая карта. Ну и последняя позиция – тайные решения людей. Вот кого решение и в отношении чего? Ну, имеется в виду, какой контекст взаимосвязи с вами. Тайные решения относительно вас. Вторая карта, третья. Пусть нам карты подскажут. С чем же связаны эти тайные решения? Итак, давайте будем раскрывать первые тайные разговоры о вас. Что о вас говорят? Говорят люди. Или, ага. Но вот теперь почему-то вы явно вы вышли. Я так больше вижу, что это именно вы сами. Неважно, мы не привязываемся к знакам зодиака, стихию мы не рассматриваем. Здесь именно вы теперь и вас люди видят, что вы очень изменились. У вас уже или к вам на стриженной козе уже не подъедешь. С вами пытаются кто-то менять методы, понимают, что вы теперь очень стали хладнокровны. По крайней мере, если раньше на эмоции вас выводили, то теперь это не получится. А тем не менее, вот у вас, да, вот смотрите, насколько полярно. Первые карты нам рассказали о том, что у вас проблема именно может быть по финансам или какая-то нерешенная задача, пусть через отношения, но все равно тут финансовый элемент присутствует. А у кого-то, может быть, это связано с жильем, да, покупка, продажа, аренда, опять же. А вас-то люди видят, что вы как будто на своей волне имеете много денег и скрываете об этом. Может быть, люди где-то допускают, кстати, что у вас создалась сложная ситуация. Вот примите к сведению тайные разговоры от вас. О вас точнее. У вас видят люди, это удивительно. Вы знаете, вот иногда нам бросают такие фразы: «Да ничего с тобой не будет». Вот подобное отношение – это к вам. Ничего с вами не будет. То есть люди допускают, что у вас может быть башня. Но вы, видимо, настолько сильный человек, что вы всегда выходите победителем. Вы как можете выкрутиться из любой ситуации. Будьте готовы к тому, что продолжатся у вас финансовые какие-то темы, мои дорогие, потому что не отстанут, вот это точно. Здесь вам наступает время, когда вам четко надо, ну прямо в один момент кому-то сказать «нет». Тайные разговоры от вас. Опять же пара выпадает. Вот удивительно, что уже как суждено, то и выпадет, да, карты живут своей жизнью.
Для кого-то из вас это может быть и личная жизнь, или это может быть какой-то близкий человек, который может, знаете, правда, все-таки вести свою игру. Он может вам транслировать свою лояльность, а вместе с тем тайные разговоры ему что-то может не нравиться. Ему может не нравиться ваша несговорчивость, ему будет не нравиться, причем кардинально не нравится, потому что у кого-то из вас такие созависимые отношения, когда ну, была какая-то очень грустная ситуация или был какой-то поступок в отношении вас со стороны человека, ну, можно сказать, отвратительный. Было предательство. У кого-то из вас оно касалось финансов в том числе. То есть вы кому-то, мои дорогие, доверяли. Вот с чем вас сталкивает жизнь. Именно с тем человеком, которому вы помогали, доверяли, а взамен черная неблагодарность, разочарование, предательство. Более того, вы потом кому-то даже, ну, если не доверились, то вынуждены, может быть, были, вот правда, это может быть очень близкие люди, либо продолжать какую-то историю, потому что не было выхода, или потому что, ну, вот некоторых людей мы в нашей жизни не отменим, коллеги, соседи, родственники, родные, да, или, может быть, это были даже те взаимоотношения, которые по работе вас именно связывала какая-то финансовая история, но мы не можем от нее пока отказаться. Вот именно какая-то зависимая ваша была ситуация. И вы сейчас любыми путями пытаетесь выйти из создавшегося положения. Может быть, я не исключаю, вам уже частично даже где-то удалось это сделать. Мы ведь смотрим тайные разговоры о вас, и первая карта королева мечей. Это уже понятно, людям становится ясно, что ну, вы не диванная кошечка, неважно, кто смотрит, мужчины или девочки мои дорогие. Здесь именно не тот человек, может быть, это вы были долго, тем, той персоной, которая была удобна. А вот сейчас вы настолько изменились, вы за собой не видите этих перемен. Но зато люди это очень четко понимают. И вы знаете, тайные разговоры о вас. Люди не знают, как же с вами дальше взаимодействовать. Давайте еще тайные разговоры о вас. Опять же, деньги, понимаете? Вот здесь о вас, вот понимаете, есть, может быть, конкретный человек, который считает, что взаимодействуя с вами, ну, это как на всякий случай, или когда вы фартовый человек, опять же, понимаете, вас могут много раз, вот удивительно, но все карты об этом, буквально начиная с сигнификации. Вы, наверное, какой-то урок жизни проходите 150 раз, хочется так и сказать. Потому что явно вы были в каких-то стесненных обстоятельствах, когда бы вы вынуждены были, может быть, подниматься не просто с колен, а начинать свою жизнь как в несколько этапов, и таких этапов могло быть много. Когда вот буквально зеро, от нуля, себя восстановить, как будто как птица Феникс. Вот вас именно люди видят как птица Феникс и совершенно нагло манипулируют. Извините меня за мой сленг, ну правда, неожиданный для меня, для самой расклад, потому что уже, видите, так это у меня переходит на эмоции. Ну, даже не разбираясь в картах, правда, посмотрите, сколько у нас повторов. И снова, опять же, манипуляция, ведь почему я так говорю? Харизматичный лидер. Рядом колесо фортуны. И мы задаем вопрос, тайные разговоры о вас. Да люди говорят, да она выкрутится, или он все равно что-нибудь придумает. А вот моя рубаха, она ближе к телу. И я не хочу в этом участвовать. Как бы у людей, вот какие разговоры. Как это с вами проманипулировать, чтобы им за это ничего не было, а вы буквально во что-то вложились, потратили силы, энергии, средства, материальные ресурсы, чтобы кому-то было хорошо. Вас пытаются водить за нос, мои дорогие. А что это такое? Вы знаете, у кого-то может быть даже такие созависимые отношения, когда это касается через детей. Или все-таки это, ну, может быть и так, я допускаю, но кто-то вам тут пытается как пыль в глаза пустить, правда? Ведь это карта вестей, причем паж кубков. Это, знаете, какие-то добрые вести, это то, что нас радует. Вот вам действительно, мои дорогие, кто-то пытается, знаете, окольными путями, вот действительно та стриженная коза, как бы издалека, начать разговор с чего-то совершенно противоположного.
Будьте внимательны, кто будет с вами общаться в ближайшее время, потому что начнут как бы разговор с чего-то такого, ну, одного, или того, что вам приятно слышать, или, может быть, буквально кто-то напишет, позвонит и спросит, как у тебя дела. Вроде кажется, да, человек принимает участие. Никакого участия. Здесь только свой какой-то расчет. Что за расчет? Ну, может быть, вы смените гнев на милость. Расчет такой, что человек для себя какие-то бонусы получит. Для кого-то из вас расчет, что, вот может быть, буквально, человек собирается даже куда-то переехать. Или человек собирается банально менять автомобиль. Иногда это проигрывается. Он хочет именно для своих собственных перемен решить какие-то вопросы. И вы рискуете. Вы рискуете тем, что, включившись в чужие вопросы, вы обустроите добрые перемены кому-то, а сами себе, ну, как возврат к этому зеро. Вам нужны самому себе или самой себе вот эти перемены. Посмотрите, тайные разговоры о вас. Люди могут словно чувствовать, что вы действительно очень ресурсны. И если у вас сейчас, мои дорогие, очень сложная даже финансовая ситуация или сложная по отношениям, у кого-то может быть и по дому, жилью, неважно. Две карты, когда вас ожидает приход денег и добрые перемены. Так вот, люди, они словно обладают не просто магнетизмом, а они еще обладают вот этой чуйкой. Вы еще эти деньги, возможности не получили, а они уже чувствуют вашу силу в этом. И они, знаете, еще вот тот торт, который, да, будем говорить, или во время праздника, пиршества какого-то, но я условно, аллегорически говорю, те явства, которые будут поставлены на стол, или назовем это тут, что как ваш успех, заслуженный успех, они уже чувствуют сегодня. Они уже чувствовали вчера. И, ну, хотят они присутствовать на вашем празднике жизни. Более того, они хотят от этого получить для себя какие-то бонусы. Причем четкие, конкретные. Не про то, чтобы делиться, а именно о том, чтобы, ну, может быть, не самое лучшее слово, ну, как поживиться или что-то урвать. Увы, мои дорогие, нет у меня тут никаких иллюзий. Зрите в корень. Или зрите, ну, в те события, которые вас уже за предыдущий период времени, ну, как будто к чему-то привели или научили. Давайте будем вторую позицию рассматривать. Тайны вашего окружения не менее интересно, да? Так вот, что же там скрывают? Финал какой-то скрывают. Мы с вами об этом говорили, что человек уже, допустим, принял решение, пусть он с вами продолжает общаться, пусть он какое-то время еще с вами взаимодействует. Здесь могут быть такие люди, которые сказали, ну вот самими себе сказали, вам, понятно, это не транслирует, что я попробую последний раз. Пусть она мне или он мне поможет последний раз. Вот что-то такое, потому что 13-й аркан. Ну вот последний, а потом уже я вроде как не буду обращаться. Точно. Здесь могут люди, кстати, будьте внимательны. Скоро люди, как будто аркан правосудия. Вы сейчас стоите на очень таком, знаете, судьбоносно важном перекрестке. Можно не верить в магию, можно не верить в судьбу. Я в магию не верю тоже, кстати, но вот в судьбу я верю. Потому что есть какая-то цикличность. И вот, судя по нашему раскладу, это человек, который именно эту цикличность имеет. Я ведь говорила, да, несколько раз возвращаться к этому нулю, к зеру. Так вот, у вас таких этапов было, ну, как минимум не один, два, три, а может быть и больше. И, может быть, вот эта ошибка какая-то, она была постоянно с какими-то либо схожими персонажами, либо буквально с одними и теми же людьми, а то и были даже близкие ваши. Или ваши друзья, окружение. Но вот тот наступает момент, когда вы, будьте внимательны, вы сейчас можете взять чужую карму на себя. Почему для вас вот все то, что я говорила по первой позиции, мы начали с тайны разговоры от вас, о вас точнее, то теперь вот мы говорим тайны вашего окружения.
То есть люди тут четко уже понимают, что они будут продолжать или, скорее всего, тут нам о завершении говорят. Так вот, ваш риск в том, что тут еще и судьба пытается вам помочь. Вот то, я уже собрала эти карты, тем не менее, то, что нам сказали, да, вот последние выпавшие карты, что у вас на кону ваш успех, получение денег, какая-то ваша удача, фортуна, потому что колесо фортуны выпадает. Но вот если вы сейчас буквально, или когда вот-вот у вас на кону какой-то прорыв будет, когда вы сможете что-то осуществить, но если в тот момент вы как будто эти ресурсы или буквально какую-то сумму одолжите, перепоручите или включитесь в дела, задачи не ваши, а чужие, так вот в этом и будет заключаться риск, когда вы на себя берете чужую карму. Потому что вот смотрите, ну вот все то, что я сказала, можно не знать карт. 3 старших аркана. Карта смерти. Я надеюсь, все понимают, это именно завершение. Это ваша трансформация. Правосудие, карма. Вот именно закон кармы. Сейчас само пространство пытается и вашу жизнь где-то вам помочь. Может быть, это сделать не просто вам, да, через сложные эмоции, через сложное сознание, но именно вывести вас из какой-то зависимой ситуации. И вот если пространство, ангелы вам буквально помогают, а вы как заново устремитесь назад, то вот это и будет как раз означать какой-то жизненный тупик. Здесь, я допускаю, могут складываться такие ситуации, вот будьте к этому готовы. Если правда у кого-то из вас откликается такой факт, что подвел близкий человек или подвел, предал тот, кому вы доверяли, только время властно над нами, только судьба. И иногда ведь мы, когда находимся вот именно как на пике сложных эмоций, ну, понятно, мы в этот период никому добра же не желаем, у нас вообще руки опускаются, мы переживаем, это шквал эмоций, мы не можем никак понять, почему это произошло, как мы могли так с нами поступить, но потом с течением времени ведь это все укладывается, правда? Так это работает только в отношении нас. А в природе, в судьбе, в пространстве, во Вселенной это работает по-другому. Вот те мысли, которые вы когда-то, может быть, много лет тому назад, когда вам было, ну или много месяцев, дней, тут явно какая-то дежавю, я еще раз повторяюсь, это точно история. Вот теперь это уже как сформировалось, мысль материальна. Так вот, какие-то ваши обиды, они сформированы в пространстве. И сейчас это пространство позволяет вам выйти из созависимых отношений, из созависимой ситуации, будь то финансы, будь то любовная, интригующая какая-то история. Решить, может быть, и вопросы по работе или по вашим заработкам. Но если мы как-то не готовы тоже, понимаете, расставить все по местам, если мы готовы именно повторить еще раз какую-то историю или прежнюю ошибку, то тогда и получается, что мы не сдали этот жизненный экзамен. У вас наступает очень ответственный период жизни, мои дорогие. Давайте 3 карты. Тайны вашего окружения. Вы знаете, тут тайны такие, что люди постоянно почему-то думают о вашем благополучие финансовом в первую очередь, опять же, пентаклевая карта. Понимают, что вы сейчас тот человек, который, правда, по отшельнику, тот, который даже, ну, знаете, как в рубище, или тот, который отшельник, ведь это дервиш всегда, да, это тот человек, для которого, ну, деньги это не главное. Вот для вас деньги не главное. Люди это видят. Они где-то могут вас считать чудаком, они вас могут считать тем человеком, который... Они вот не такие, понимаете? Вот вы умеете буквально возрождаться из пепла, а люди этого не понимают, они не умеют. Они оценивают вас именно с той позиции, как они себя в этом представляют. И они бы так не поступили. Вот, мои дорогие, тайны вашего окружения, вы не будете никогда до конца поняты, потому что все то, что нам вот все карты, которые выпали с сигнификации, начинаем, нам рассказывают о том человеке, который вот есть
Такая фраза «последнюю рубаху отдаст» или «последнюю копейку», поделится последним. Как ни странно, вот вы такой человек, но тот, кто вас окружает, кардинальная противоположность. И вот они, может быть, смотрят на вас и думают: «Ну, я не могу поверить, что это мне все прямо последнее отдали. Нет, наверное, там заначка есть. Я не могу в это поверить». И вы никого не убедите. Люди будут постоянно к вам обращаться, потому что ваш образ жизни, ваш способ мышления, умение быть вот этим отшельником в самой сложной ситуации и подниматься вот с этих руин, с этого пепла, возрождаться как птица Феникс, но вообще никаким образом не укладывается в голову определенных людей. И они все время пытаются вот этот ребус решить, каким образом у вас получается вот выйти из каких-то патовых ситуаций. И они даже не догадываются, что вам помогают высшие силы, а тут точно карма помогает. Что, ну вот если вы будете более внимательны к самим себе, то тогда вы будете замечать, что, а ведь правда, в какой-то вопрос не включилась, куда-то деньги не потратил, может быть, или кому-то даже, может быть, и не помог, или помог частично, но не забыл про себя. Вот именно не забыть про себя, вот у вас сейчас основная задача, потому что людей ничто не меняет. Их может изменить, как я говорила по первому триплету, именно какая-то судьбоносная ситуация. И поэтому вы можете получать известия о том, что в жизни людей, которым вы помогали, сейчас будут происходить какие-то сложные события. Жизнь будет учить их в первую очередь. Поэтому для вас, мои дорогие, кто смотрит мой расклад, еще раз повторюсь, не берите на себя чужую карму. Ну, давайте перейдем к третьей позиции тайные решения относительно вас. Нулевой аркан. Ну, это какая-то новая стезя, которую к вам будут пробовать, да, или будут пытаться с вами наладить взаимоотношения, сделать вид, как будто ничего не бывало, ну, ни в чем не бывало, точнее. Вы знаете, вы действительно долгое время помогали кому-то. Для кого-то из вас вы даже буквально, может быть, не финансами, а дарили свое вдохновение, свою любовь, искренность. Вы дарили кому-то свое душевное тепло. И вот теперь это человеку может не хватать. То есть тут разные люди ведь могут быть. И вот у кого-то именно те люди, тайные решения в отношении вас, с кем вы долгое время были близки, а может быть и родственники. Но люди вот теперь не видят, есть будет ли решение попробовать еще раз, как возобновить какой-то проект, какие-то прежние персонажи, с которыми у вас были, может быть, даже общие планы, была любовь, вдохновение, то действительно могут появиться в вашей жизни. Но я не исключаю, что это может быть кто угодно, который будет идти с вами на перемирие, а тем не менее, именно не хватает ваших эмоций, вашего душевного тепла, вашего участия. Вас будут пытаться на разные варианты, словно проверить, как и могут плакаться, я говорила, в жилетку, потому что я допускаю, что, правда, человек будет поставлен перед какой-то очень сложной задачей. И у него не хватает ни опыта, потому что он привык приспосабливаться. Он привык, ну, как-то вот воздействуя на других, чужими руками, говорят, жар загребать. А как самому действовать, как самому выпутываться он не умеет. И это какая-то конкретная ситуация у кого-то будет даже вот из тех людей, которые вам доставили какие-то сложные эмоции, или не просто эмоции, которые вас предали. Закон кармы против них срабатывает, как я уже говорила. Но я должна точно так же сказать, что тайные решения, они, как ни странно, у них другого пути нет. Они к вам снова придут на порог, либо в вашу жизнь, либо, ну, пытаться будут с вами устроить контакты, наладить контакты. Вот смотрите, тайные решения. Но не могут от вас отказаться, потому что вы, как по аркану императрица, это та персона, которая очень и работоспособна. Вы очень статусны, вы можете быть очень красивыми. Вы красивы не только внешне, а вот это богатство души, тепло души. А тут человек, который живет какими-то приземленными чувствами, для кого, может быть, даже деньги, финансы на первом месте стоят.
А что такое эмоции или что такое искреннее чувство? Это же ведь, ну, эквиваленту материальному не, принадлежит, правда? И вот кто-то мог вас считать, вы с добротой кому-то. Вот, кстати, карта королева кубков — это та, которая доходила до альтруизма. И в итоге не заметила, как этот альтруизм перешел в жертвенность, мои дорогие. И вот какая-то прежняя ситуация жива у людей в памяти. И то, что было как у вас, ну, от всей души, от веления сердца, людям это тоже ничего не стоит. Кто-то мог воспринимать вашу доброту, вашу искренность как проявление слабости, как проявление возможности новых манипуляций. И вот для вас будет все очевидно, тайное решение, потому что вы уже чужие хитрики знаете. Но именно ваш статус, вот даже не разбираясь в картах, смотрите, карта императрица нам говорит о том, что да, правда, вы получите кому-то, от кого-то известие, либо вам будут говорить, что нужно срочно отправиться в поездку. Для кого-то из вас это будет действительно по шестерке мечей не просто дорога, а опять же автомобиль. Вот у нас тут выпадали карты, да, колесницы. Иногда это именно транспортные средства, но, мои дорогие, тайное решение в отношении вас. Кто-то будет даже вас хотеть с вами встретиться. Кто-то, я не исключаю, будет хотеть пытаться с вами что-то прояснить. Вам придет, правда, какая-то информация. Будьте к этому готовы. Тут люди обдумывают все же с позиции своего благополучия, продолжения отношений с вами. Кто-то, опять же, видит материальный контекст. Ну, ничего не могу сказать. Через все позиции нам рассказали они самые веселые истории. Но вы помните, что это вы, птица Феникс. Вот давайте мы спросим карту совет для вас, как птицы Феникса. А вам-то что? Что делать? Будьте готовы к неожиданностям. По этой карте это всегда неожиданности. Вам самим, скорее всего, придется куда-то собраться, поехать или включиться в какие-то дела, вопросы. Два рыцаря, у вас скоро жизнь изменится, так что много много каких-то событий вокруг вас. Люди сложные. Для вас нужно быть готовым к тому, что вам все-таки придется кому-то сказать «нет». Вы, кстати, рискуете, правда, беря на себя чью-то чужую карму, окунуться с головой в какие-то судебные разбирательства, в какие-то юридические вопросы, а вам туда не надо. У вас свой какой-то жизненный путь. Может быть, это вы, опять же, король кубков. Явно тут история, которая может быть связана с близкими или с личной жизнью. Но это удивительно. Опять нам карты говорят, ведь семерка жезлов. Сохраняй себя. Не участвуй. 7 жезлов пытаются достать нашу ведьмочку. Она понимает, что силы не равны. Она отступает назад. Она отступает именно. И это не есть согласие. Это самосохранение. Вот, мои дорогие. Какой еще совет? Сохраняй себя от всех запутанных ситуаций, от мутных людей, от тех, кто что-то обещают, но взамен ничего не дают. Те, кто тебя словно на удочку пытаются поймать. Вот у вас какой-то судьбоносный момент. Вот я как говорила, да, когда начала доставать первые карты по второй позиции. Это как тайны вашего окружения. Настало время свою игру вести, но никак не участвовать в чужих играх. Сейчас козыри вот-вот будут в ваших руках, но вы рискуете это все растерять просто лишь потому, что или по доброте душевной, или, может быть, ну, наверное, как Херон в Овне. Кстати, прочитайте мою статью. Будет ссылка в описании под видео. Это какой-то надоевший сюжет. И символически, ведь это правда до конца апреля, пока Уран в Тельце в прямом движении будет наводить порядок по части благополучия, помогая отчасти, ну, больше он помогает знакам зодиака стихии земли и воды жизнь свою обустроить, чтобы вот она как раз и пошла с правильной ноги. Но не только. Тут во взаимодействии могут быть люди, которые, ну, пусть другим знакам зодиака принадлежат. Но еще есть и Сатурн, который до конца июля будет где-то действовать в том ключе, что возвращает нам какие-то прежние истории. Но выбор очевиден. Карта мага.
И мы знаем, что магами не рождаются, а ими становятся, потому что это очень сложный жизненный опыт. Чтобы понимать лучше эту карту, я даже вам порекомендую. Есть такая дилогия Всеволода Соловьева «Великий розенкрейцер». Вторая книга «Волхвы» называется. И основной герой Захарий Фовинов, вот его судьба, становление мага. Это как совет, именно сознание, разум преобладает над чувствами. Вот это, наверное, самый главный совет, который мы можем с вами вынести из всех выпавших карт. Причем два последних, посмотрите, аркана, это именно старшие. Вот как будто наступает время магу раз и навсегда выйти из какой-то жизненной путаницы и оставить те вопросы, которым вот вам даже не нужно ими заниматься, решать. Тут именно ваше время наступает. Но оно требует от вас реорганизации самого себя. Какая-то четкая, рациональная должна быть, по крайней мере, у вас черта, когда вы первый вопрос не чем-то вот восхищаетесь, а когда первый вопрос, который вы себе задаете, зачем человеку это нужно? И тогда, наверное, у нас глаза быстрее открываются. Мы понимаем, что, а ведь и правда, кому-то действительно выгодно, удобно. Вот не быть удобными, маг, никому удобным не бывает. Наступает ваше собственное время. Наступает время нового отсчета. И вот, наверное, наступает время этой кармы, когда ваша задача идти вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Непростой расклад у нас получился, но я надеюсь, что для кого-то подсказки все-таки будут. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я же вас благодарю за ваши волшебные и очень душевные комментарии. Правда, я так с удовольствием всегда их читаю. И хоть я и не отвечаю, не всегда, я просто не успеваю, надеюсь на понимание. Но поверьте, вы мое вдохновение. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, переходите в телеграм-канал. Буду вам искренне рада. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.